В этом видео вы узнаете, почему элитная воздушная кавалерия сосет у обычных крикунов, как базовые огневики за копейки перестреливают возвышенных, и почему Владыка Перемен — это ультимативнейшее чудовище всея игры. Да, это демоны Дзинча, фракция, которая славится варп, огнем, безумным колдовством и глазами. Больше глаз, богу глаз. Но кто среди этих мутантов реальный Ариман Гигачадович, а кто просто неудачный побочный продукт бога перемен. Сегодня мы составим тир-лист не только юнитов, но и лордов с героями. Оцениваю я, как всегда, в рамках бессмертных империй, опираясь на свой личный опыт в ПВЕ. Можете сами глянуть, как я за перевертыша погрузил весь мир в первозданный хаос на легенде. Так что доверять мне можно, хотя как вообще можно доверять последователям Дзинча? Благо я Хорни, точнее Харни, так что дешевые обманки это не про меня. Важный нюанс, никаких воинов хаоса и их механики эволюции, а значит Виллидж сегодня в списке не будет. Ну что ж, юные хаоситы, погнали. У нас будет 6 тиров, ведь 6 это почти 9, а 9 это почти 6. Ну, короче, вы поняли. В моем понимании идеальный боец Дзинча должен обладать крепким барьером, высокой эффективностью, ну и доступностью, ну так, чисто для приличия. Для начала разберем категории на примеры. D-тир. Биошлаг. Открывает наш парад бесполезности святилище хаоса. Казалось бы, база любой армии, баф на маги, выживаемость, солидный вид. Но есть нюанс. Зачем нам эта телега, когда есть сектант и чародей? Оба могут пересесть на такие же тележки, но при этом один закидывает врага огнем, а второй металлом. Это две сильнейшие магии школы в игре, которые в дополнение к аурам превращают наш дуэт магов в ультимативнейший S-тир. А обычное святилище просто дорогая декорация. C-тир. Мутанты. В категории недобойцов обосновались отродье Дзинча. Выглядят крипово, бьют магическими ударами, из-за чего демонов кошмарят на ура. Но здесь проблема, они стеклянные. Даже перевертыш со своими щитами не способен превратить этот кусок мяса в нормальный танк. Тут не спасает даже легендарный отряд с его 20% из резиста, брони 0, защиты 0, стрелки стирают их за залп. А если случайно наткнетесь на алибарщиков, ох, дай Дзинчем сил, они понадобятся. Обе версии заслуженный C-тир. B-тир. Колдуны. Здесь у нас целая толпа магических героев и лордов, так что пробежимся быстро. По факту Геральт Дзинча и Переливистый Ужас — это две стороны одной медали. Оба боги в магии, но полные нищики в ближнем, да и в дальнем бою. Впрочем, Дзинчу это не нужно. Главное их различие: Геральт со временем эволюционирует в могучего владыку перемен, а Ужас дает бонус к восполнению потерь на карте. Для долгой кампании это жизненно важно. Так что герой-маг идет в A-тир, а лорд в B-тир. Сюда же закидываем синих скрипторов. Дуэт забавный, колдует интерес, создает катаклизмы. Но, как бойцы, они нулевые, и если Ужас восстанавливает армию, то эти двое дают лишь запас маны. В поздней игре, когда технологии на магию и так куча, скрипторы становятся не нужны. Выше B-тира не поднимутся. A-тир. Ткачи перемен. Этого красавца мы уже упоминали. Возвышенный владыка перемен. Мега полезный парень. Колдует как боженька, армию бафает лучше Геральда и в рукопашном бою может что-то из себя представлять. Очень сильный лорд, но огромный хитбокс и страх перед элитным воздухом противника оставляет его всего лишь в A-тире. И раз уже заговорили про петушков, встречайте Кайрос, первый легендарный лорд фракции. Уникальная магия, куча эскейпов, ну, вот такие вот способы избежать урона. Но вот беда, бои за Дзинча часто затягиваются. И когда ресурсы для побега заканчиваются, вы поймете, какой Кайрос мусор в контактном бою. 35 атаки и 20 защиты. Серьезно? Сильнейший демон-маг дерется как первоклассник. За уязвимость и косорукость только A-тир. А вот видел бы он текущий, был бы нормальным пацаном. Но есть и другая лига. Перевертыш. Это вообще не про баланс. Любые формы, в том числе и боевые, и стрелковые, сломанные механики в компании. Я уже делал про него видео в мировом кризисе, рекомендую к просмотру. Перевертыш вне конкуренции, ему никакие тиры не нужны, ведь лучший трикстер — это совершенная сущность. Ну и наконец-то S-тир, 999 левел. Закрывают наш топ избранные Дзинчи, обе версии. Главная беда фракции — это дикий микроконтроль. За магией следи, стрелков води за ручку, кавалерию проверяй. В этом поту тупо не хватает юнита, которым просто вот тыкнул атаковать и забыл. Избранные — это бетон. Самая жирная пехота, которая держит строй, пока наши маги творят грязь. Без этих парней играть невозможно. Основа каждой армии, как и святилище, истинный S
тир. Наконец-то с тирами закончили. Давайте же разберемся с остальными чудесами перемен, которые у нас остались в ростере. Идем, как и договаривались, снизу вверх. Раз мы закончили на лучшей пехоте фракции, то логично будет продолжить худший. Это грабители Дзинча. Конечно же, обе вариации. Хотя казалось бы, ну чем тебе парни с копьями не угодили? Дешевый анти-ларж юнит, бери и радуйся. Но, во-первых, антикрупняка у Дзинча и так дофига на всех тирах, а во-вторых, есть синие ужасы. Вот это реально крутые ребята. Да, они посредственные стрелки и так себе бойцы в ближнем бою, но 160 рыл в отряде. Это идеальное пушечное мясо. Они стоят копейки, и вы буквально первые 20 ходов будете спамить только ими и никем другим. Поэтому синяки уверенно залетают в B-тир, а вот их улучшенная версия, по сути те же голубые слабачки, просто стреляют чуть дольше и щиты иногда регенят. Были бы они нормальными стрелками, я бы их в A-тир запихнул, а так тот же B-тир. Раз синими закончили, переходим к розовым. По факту это уже не простой апгрейд, а полноценные стрелки фракции. Но, к сожалению, стрелят они примерно как легендарный синий отряд, а вблизи живут не дольше дешевой версии. Хоть и выглядят солидней, но по факту обычные среднячки. И их улучшенная версия после смерти, ну, взрывается. Что на деле полный кал думства. В общем, оба юнита в B-тир. Возвышенные розовые ужасы, а вот это уже годнотища. Во-первых, появляются рано, стреляют бодро и в мили живут долго. Да, они не выдают рекордный урон, но им это и не нужно. Их главная задача создавать кипиш, впитывать урон и выживать. А все потому, что они дают ускоренную перезарядку маны. Для Дзинча это жизненно важно. Чисто за этот реген я их уверенно отправляю в A-тир. Must have слот в любой армии. А вот их знаменитый отряд, эта штука сложная. Объясняю. Они накладывают критически важный дебаф на врага, который бустит весь урон наших стрелковых демонов и заодно восстанавливает боеприпасы. Это мега важная фишка. Костяк нашей армии это огневики, и они выплевывают боезапас очень быстро. И тут выходит ужас и такой: все восполнить. В грамотных руках это абсолютная имба. S-тир для пылающих визгунов. Ох, пехоту поковыряли, а теперь вернемся к низам. К биошлаку можно смело отнести моих любимых фурий. Многие их фанаты топят за барьер, мол, спасают от стрелков. На деле, сколько бы хп у их не было, они просто сгорают просто так. Ни о чем. Колесница хаоса. Типичный мусор для компании. Ворвется, застрянет, сдохнет. Классик. Барьер от залипания в текстурах пехоты не спасает. Так что сколько бы ей не рисовали полезности, это все развлечение для ПВП. А у нас тут серьезная ПВЕ компания. Кстати, есть еще улучшенная версия. Великий Орел. Звучит пафосно, а на деле за счет ярости и регена барьера они хотя бы не рассыпаются мгновенно, когда вязнут в толпе. За хоть какую-то живучесть можно поставить C-тир, хотя в ПВП это одна из сильнейших бюджетных колесниц в игре. Вот и думайте. Дальше грабитель на лошадях. Стрелки это хорошо, но у нас есть ужасы. Мобильность? Но нам она не нужна. Дзинч больше от обороны, типа как Нургл, только по-другому. Варп огонь на копьях, хорошо, но погода не делает на старте. Короче, парни, чисто для ПВП забавы. Ну и по классике, элитные лошадки, рыцари хаоса. Дзинч это единственная фракция хаоса, которая вообще не нуждается в кавалерии. Задача кавы быстро влететь, застопать или убить. Ну, стопают у нас идеально избранные, а убивают маги и огневики. Вопрос: а зачем нам консервные банки на конях? Чисто барьером похвастаться? Типа, посмотрите, влетел и не получил по лицу. А толку? Вся армия стоит и ждет ману. На кой черт нам эти влеты? Рыцари с мечами я вообще никогда не нанимал, D-тир. Те, что с пиками, могут хоть стрелков покошмарить немного, помогаю огневикам. Так что натянем до C-тира. С худшими закончили. Открываем врата в мир горящих пуканов. Начнем с латового. Кентигуры. Будем честны, вы хоть раз их в компании нанимали? Сильно сомневаюсь. А парни-то классные. Для легкой ударной кавалерии, конечно. Урон заливают что надо, но, как я уже говорил, кавалерия этой фракции не нужна. Чисто за красивые влеты C-тир. Рыцари Рока. А вот тут сейчас начнется резня. Элита фракций. 5-й тир. У воинов хаоса это вершина эволюции, и ты ждешь от их аннигиляции всего живого. Летают, щиты имеют, с крупняком борются. Идеал. А на деле 36 защиты, смешные 270 хп на модельку. Барьер существует только в описании. В ближнем бою он лопается мгновенно. Против пехоты я вообще молчу. Бронебойности нет.
антикрупника всего 8 единиц. Вдумайтесь, элита 5-го тира проигрывает почти любому другому крупному воздуху в игре. Крупному. Какой олигофрен это балансит? У меня к ним лично неприязнь. Внешне топ. Я их пачками нанимал. Но КПД нулевое. Единственный плюс — хороши против стрелков. Но и тут нюанс. В воздухе подставить бок очень легко. А щит работает только спереди. И уже 120 брони тебя не спасают. При таком-то мизерном хп. Тотальное разочарование. Есть еще и версия с обилкой улучшенной, которая срет на голову врагу, нанося копейки урона. Пока будешь ловить позицию, чтобы ее прожать, тебе как раз стрелки в спину и накидают. Увы, хотя бы раньше 20 пис резиста было. А сейчас это абсолютнейший мусор. Не нанимайте их и даже здания не стройте. Ничего не потеряете. Ситир только за красивую модельку. Многие искрикнут: а как же ты воздух собрался сбивать, чтобы магов не сожрали? Да теми же крикунами. Это буквально рыцарь рока, только на минималках. Второй тир стоит в 2,5 раза дешевле. А антикрупниковых 25 единиц, плюс куча бронебойки. Живут хуже, да, но урона вносят столько же. Карл — это юнит 2-го тира. На пользе как 5-й тир. Это вообще, адекватно. И это же не крикуны имба, а рыцари рока, просто мусор. Чтобы вы понимали иронию, легендарным крикунам даже обилку нарисовали как у рыцарей. Только удобней в применении. Типа как бы аналогия, поняли? Короче, скаты уверенный битир. И раз заговорили про воздух, добьем остальных. Кокатрикс. Или Кукатрикс, так хрен знает. Я называю его Мантикора для адекватных. Отличный монстр 3-го тира. Статы хорошие. Но обилка на полную остановку врага — это имбище. Застопить кавалерию или убегающего лорда бесценно. Плюс есть баг или фича. Он не демон, поэтому часто убегает с поля боя. Но быстро возвращается, и при этом у него откатывает взгляд в камень. А значит, 2 раза больше пользы. Просто песнь. Но юнит не сломанный, поэтому честный би-тир. Продолжаем разносить воздух и переходить к самым горячим ребятам в ростере. Огневики. Давайте разберем все версии, что есть в игре. У нас есть обычные и возвышенные. Многие почему-то дико расхваливают именно возвышенных, но практика показывает обратное. В ближнем бою обе версии тотальный мусор, горят и рассыпаются мгновенно, но при этом одни из лучших стрелков в игре. Обычный огневик выдает просто миллиард урона на короткой дистанции. Это буквально сильнейший дробаш в Total War. Возвышенный дамажит 2-3 раза меньше, зато бьет в 2 раза дальше. Сказать, что кто-то из их однозначно лучше, сложно. Лично я всегда выбираю обычных. Почему? Да потому что к моменту появления возвышенных у нас уже открываются вестники перемен. А вот это мои абсолютные фавориты. Если это не лучший отряд ростера, то я тогда вообще на Денче не играл никогда. За что их стоит любить? По факту это те же огневики-дробаши, только их нельзя просто так поймать на земле и вырезать. Они летают, могут занять идеальную позицию и вливать просто миллиарды штифти урона. Импакт их запредельный. Единственный минус — им нужно активно маневрировать. Боезапаса мало, но это такое. Уклоняться от стрелков и беречься от вражеских монстров. Кстати, если на них решит напасть одинокий герой или монстр в воздухе, вестники сами его сотрут с лица земли. Так что не такой уж он и беспомощный. Короче, вестники — это основа каждой вменяемой армии. Без их вы просто не увидите нормального денчийского урона, если мана закончится особенно. А вот возвышенная колесница, честно говоря, полный кал. Казалось бы, мощная летающая дамаги. А на деле ей нужно лететь в упор, как и вестникам, но при этом она не обладает эффективностью дробовика. И это, напомню, юнит 5-го тира. За неоправданные ожидания и цену ставлю колесницу в C-тир. Возвышенный огневик — это A-тир. Его любят за дальность и большой боезапас. Могу понять. Обычный огневик — это тоже A-тир. Хотя они мне лично нравятся больше, но КПД у их, примерно равны. Буду тут честен. А вот вестники перемен — это вершины эволюции демонов Дзинча и безоговорочный S-тир. И последний воздушный юнит. Ой, кто-нибудь вообще задумался, зачем Дзинчу столько авиации? Я в шоке. Короче, владыка перемен. Я не самый большой фанат этих огромных демонюк и аватара у божеств, но именно владыка всегда радовал. Давайте по порядку. В ближнем бою может за себя постоять, почти не горит под фокусом, а главное, круто колдует. Именно в компании. И тут есть важный нюанс. Колдовать умеет и Великий Нечистый, и Хранитель Секретов, но им нужно идти в бой. А владыки сближаться вообще
не обязательно. Это такой герой на минималках. Летает, бесплатно закидывает врага заклинаниями, а потом спускается и кошмарит пехоту. Просто бомба. Жаль только, что стоит дорого и нанимается долго, но будем честны, сделать думстек из этих петушков вообще не стыдно. 20 воронок и штормов Дзинча, и любая армия врага просто испаряется. Уверенный A-тир. А вот Золотой Грифон, ну их легендарный отряд, это по факту тот же владыка, только брони прилично больше. И колдует он школу металла. На бумаге почти то же самое, но на деле он реально круче. Его тяжелее сбить стрелкам, а когда он приземляется, пехота мучается с им вечность. Вершина пищевой цепи магов. S-тир. Так, что-то мы далеко ушли от низов и никак не можем их закрыть. Возвращаемся к истокам. Дзангоры. Видел ребят, которым прям очень нравятся эти зверушки, но я, честно говоря, не выкупил хайпа. Ну, неплохие статы, ну есть щит, ну наносят они какой-то там урон. И что с того? Зачем мне переплачивать за пушечное мясо, которое все равно никого важного не убьет? А жить будет плюс-минус как синие ужасы, при этом цена выше, да и еще и второй тир. Как я говорил в самом начале, ни один опытный игрок на Дзинче не нанимает на старте ничего, кроме синих ужасов. Зачем платить больше? Я лучше быстрее выйду в огневиков и избранных и начну аннигилировать карту, чем буду делать вид, что лоу-тир пехота Дзинча вообще полезна. Вывод прост. Можно ли брать? Можно, но зачем? Си-тир. Но ни одни зверушки тут с приколом. Воины хаоса, да, живучие, но опять же, зачем? Я спокойно перебью на синих или розовых ужасах, а потом сразу прыгну в избранных, не переплачивая ни копейки. И по эффективности вообще не просяду. Короче, туда же в Си-тир, и только отверженные на этом фоне выделяются. Потому что это реально ненужный мусор фракции. Скорость Дзинчу вообще ни к чему, разве что из-за перевертыша и его бафов их можно чисто из жалости закинуть в Си-тир, в основном на любителя. Наконец-то мы дошли до середины роста. Тут уже почти все расставлено, но кое-кого я еще не допинал. По порядку. Лорд и высший чародей Дзинча. На бумаге просто проходные лорды до получения принца демонов. На деле чародей такой же крутой маг, как и Геральт. Только хотя бы не дохнет от любого чиха. Это уже хорошо, но все еще не вау. А вот обычный лорд, типичный мощный вояка. Зачем он нам, спросите вы? Мага-то у нас завались, а вот быть живущим бойцом в этом ростере могут быть только избранные. И вот этот парень. Дзинч — это, пожалуй, единственный ростер хаоса, где умение просто долго махаться топором и не падать уже отличный показатель. Поэтому оба отправляются в B-тир. Ровно по этой же причине я ставлю возвышенного героя тоже в B-тир. Да, это просто крутой воин, но очень полезный именно для этой фракции. И точка. Я, если честно, не увидел у Дзинча ни одного, ну прям по-настоящему бесполезного героя или лорда. За это богу перемены респект, кстати. Что касается принца демона, пришли мы к нему поздновато, под самый конец ролика, но как есть. Тут классика, колдует, дерется, бафает армию, все по стандарту. Чистейший A-тир, как и возвышенный владыка перемен. Раз с лордами закончат, давайте поставим жирную точку в героях. Эскортница Хельброска, ненавижу его имя, поэтому как есть. Сильный вояка, крутые статы, ну а билка багованная фигня, которую хрен активируешь, плюс его постоянно как тряпку швыряют по полю боя, любая крупная монстра, из-за чего он толком и не бьет. Но если пустить его на пехоту, тут ему цены нет, потому что статы запредельные. Реген вокруг, хил, усиление избранных. Качественный легендарный герой, но отсутствие транспорта не позволяет поставить его выше A-тира. Хочется уже закрыть верхушку, но мы не добили одного красавца. Гриндер. Да, тот самый киборг-убийца. Но тут ситуация диаметрально противоположна владыке перемен. У каждого бога хаоса гриндеры закрывают дыры в ростере. У Хорна это мощная наземная монстра на 4-м тире. У Нургла недостающий стрелок. У Сланеш убийца герою. А теперь смотрим на Дзинча. Посмотрите, как пафосно бросает копье. Но что на деле? Да, он убивает крупняк, но огневики делают это быстрее и лучше. В ближнем у него всего лишь 35 защиты, даже владыки перемен 45, а он далеко не лучший боец. Дебафов нет, и это, ребята, монстр 5-го тира. Был бы он хотя бы 4-м тиром, еще ладно. А так, своих денег ну вообще не стоит. Есть парни покруче, всего лишь B-тир. Кстати, если вам понравилось такое сравнение Гриндеру между собой, пишите в комментариях, хотели бы вы увидеть сравнение Великой Четверки и их ростера. Жду ваш фидбэк, до этого момента все равно досмотрят только единицы. Наконец-то вершина, отсеченная клешня, они же воители. Очередная живущая пехота с уроном по крупняку. На бумаге топ, на деле всего 12 моделей.
панделек и отсутствие технологий на разгон не дают вау-эффекта. Конкретно у Динча избранные за алебардами будут полезнее, хотя у воинов хаоса я бы их в СС-тир закинул безоговорочно. Здесь же, ну, честно, A-тир. Ну и последняя звездочка, Муталиск, он же Вихрь-тварь. Казалось бы, обычные монстра 5 тира, статы средних и понемногу, уязвимость к стрелкам, но не тут-то было. Атака всем по площади, постоянно аура разложения и дебаф на статы врага. Это, дорогие хаоситы, заявочка на имбу. Для 5 тира очень годно, ни разу не жалею, что их нанимал, хотя избранные моментами и дешевле, и быстрее нанимаются, и эффективнее, именно поэтому A-тир. Но это не все. Эзен падший. Тот же Муталиск, только барьер больше и обилка на тонну урона по толпе. Иногда он выдает такие цифры, что даже Карус будет завидовать. Пиковая форма эволюции мутантов Динчи. S-тир. О, финальная версия тиреста на экране. Рассматривайте внимательно и впитывайте базу. Наконец-то я закончил с богами хаоса и могу перейти к другим фракциям. Ну я надеюсь, Гидр Доминатус.